Всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Влад, и сегодня я вам покажу, как построить секретный проход в камине, который был у меня в механическом доме. Значит, для того, чтобы его построить, нам понадобится... Ой, подожди, сейчас я не взял. Нам еще нужен раздатчик. Так, и все. Вот, ребят, какие ресурсы нам понадобятся. Нам понадобится липкий поршень, редстоун, редстоун-повторитель, рычаг, незерит, кирпичные ступеньки, кирпичи и раздатчик. Ну, кирпичные ступеньки это как декор уже. Давайте сначала построим основу, сам механизм. Прокапываем яму в 6 блоков. Ой, в 5 блоков. Ставим вот по бокам поршни. Ой, нет, стоп. Все же, все. Короче, ребят, делаем вот так вот, да? Раз, два, три, четыре, пять. В 6 блоков в ширину, да? Вот. Сюда мы на незерит мы ставим раздатчик. Именно раздатчик, не выбрасыватель. Сюда мы ставим блоки. Это главный элемент и маскировки, и заодно вот так вот делаем. Ну, да, ладно, делаем вот так. Так, теперь нам нужно задержку мы не ставим, потом вот тут вот тут на 2 блока от нашей ямы мы ставим вот это. Ставим кирпичи сюда. Вот это можно украсить. Вот сюда мы ставим по бокам блоки. Сюда мы ставим редстоун и соединяем вот с этой схемой. Не знаю, как хотите. Можно хоть так, без разницы. Главное, чтобы соединялись. Здесь делаем то же самое. Давай, так же сделаем, чтобы по красоте все было. Вот. И теперь соединяем вот так вот их. Вот так вот их соединяем полоской. И надо поставить на вот этот вот редстоун блок, чтобы вот этот не соединялся, видите? Иначе тогда вот эти поршни не будут работать. Тут то же самое ставим. И все. Теперь нам надо подумать, где поставим рычаг. Так, мы можем, смотрите, вот так вот сделать, допустим. Да. Да, вот так вот делаем. Но тут мы убираем. Там уже можете как можно глубже делать, как хотите, уже по вашему желанию. Потому что у меня плоский мир, я не могу дальше сделать. Сейчас. Я просто построю комнатку, чтобы вы видели, что реально работает. Сюда мы ставим вот так вот. Мы вот так вот делаем, ставим сюда блок тоже. Вот, чтобы у нас вот этот механизм весь закрывался. В раздатчике мы суем зажигалку. И надо знать то, что зажигалка через определенное время истратится. Так что как можно больше положите лучше, заполните лучше раздатчик полностью зажигалкой. Ой, сейчас. Чтобы надольше хватило. На самом деле, ребят, тут очень надолго хватит вам. Если вы, конечно, будете каждый день пользоваться, все равно этого надолго хватит. Вот этих 9 зажигалок. Вот, сюда мы ставим рычаг, потому что вот мы подвели, мы ставим сюда рычаг. Вы можете еще куда-нибудь там провести как-нибудь это. Вот. Но я решил вот так вот сделать. А по красоте уже сами можете украсить. Так, сейчас. И да. У нас не хватает длины, надо вот где-нибудь поближе, где кончается, поставить повторитель. И тогда все нормально будет работать. Вот. Правда, у вас может Майнкрафт предлагать, если у вас комп не особо хороший, потому что у меня Майнкрафт лично... Кстати, ребят, смотрите. Один дефект, то что если вы будете здесь вот активировать, то у вас сигнал вот тут вот закоротит. Так что лучше всего ставить рычаг не здесь, а вот здесь. И сейчас надо подвести еще.
Так, где у нас? Все, понятно. Вот сюда мы подводим тогда этот. И тогда все нормально будет работать. А здесь мы можем убрать. Вот так вот закрыть. Все. И да, если вы с той стороны закрыли, к вам уже никто не войдет. Так что я вам запасной выход не советую делать внутри, потому что тогда вы потом не сможете войти. Вот, мы можем за собой закрыть, да? Сейчас даже покажу это. Вот, и все, оно закрылось. Сейчас мы откроем, выйдем, закроем, и все, и никто и не увидит. Давай, иди с вами, гори. Блин, он слишком большой. Ладно, давайте сейчас мирную поставим. Ну все, на этом я закончу. Всем пока, всем до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока.